То, что должно было стать мирным послеполуденным отдыхом в Кенсингтонском дворце, быстро превратилось в один из самых трогательных моментов, которые когда-либо видели RM. Как раз когда BTS собрались, чтобы насладиться традиционным британским послеобеденным чаем, Чингук внезапно нарушил молчание и рассказал о настоящей причине своих слез в аэропорту. Его неожиданное признание ошеломило всех, и Тэхён не смог сдержать слез. Что же в итоге раскрыл Чингук? Была ли это просто усталость, или за этим скрывалась гораздо более глубокая история, которую никто не ожидал? Реакция участников только усилила загадку, повергнув фанатов в эмоциональный шок. Оставайтесь до конца, потому что правда о слезах Чингука может полностью изменить ваше восприятие этого незабываемого момента. Элегантная атмосфера Кенсингтонского дворца должна была стать одним из самых незабываемых воспоминаний о визите BTS в Великобританию. Одетые в изысканные наряды, идеально сочетающиеся с королевской обстановкой, 7 участников прибыли с теплыми улыбками, готовясь насладиться знаменитым британским послеобеденным чаем. Фанаты собрались на улице с самого утра, размахивая фиолетовыми флагами и скандируя имя BTS, надеясь хотя бы мельком увидеть группу. Все выглядело спокойным, радостным и почти кинематографичным. На территории дворца камеры запечатлели, как участники восхищаются исторической архитектурой, обмениваются беззаботными улыбками и наслаждаются мирным пейзажем после недель непрерывных гастролей по Европе. RM проявлял глубокий интерес к истории дворца. Джин восхищался элегантными украшениями. Шуга спокойно рассматривал каждую деталь. Джей Хоуп поддерживал бодрое настроение своей жизнерадостной энергией. Чимен, казалось, был очарован традиционной атмосферой, а Тэхён и Чингук держались вместе, прогуливаясь по садам. Всем, кто наблюдал за происходящим, это выглядело как еще один идеальный момент BTS. Но никто не подозревал, что всего несколько часов назад в аэропорту произошло нечто очень трогательное, нечто, что полностью изменило состояние Чингука еще до прибытия группы в Кенсингтонский дворец. Фанаты уже заметили необычные детали. В отличие от своего обычного поведения, Чингук почти не смотрел в камеру. Его яркая улыбка отсутствовала. Его глаза выглядели заметно опухшими, и он неоднократно опускал голову, словно пытаясь избежать фотографирования. Несколько видеороликов из аэропорта быстро распространились в социальных сетях, на которых он вытирает лицо, идя по терминалу. В течение нескольких минут хэштеги, посвященные эмоциональному состоянию Чингука, поднялись на вершину мировых трендов. Сначала многие считали, что это просто усталость. BTS путешествовали почти без остановок, совмещая репетиции, выступления, интервью и официальные мероприятия по всей Европе. Длительные перелеты и напряженный график легко могли объяснить усталое выражение лица. Однако и RM вскоре поняли, что что-то не сходится. Другие участники также казались необычайно заботливыми по отношению к Чингуку. Чимен незаметно замедлял шаг всякий раз, когда Чингук отставал. Джей Хоуп часто оглядывался назад с видимой обеспокоенностью. RM тихо оставался рядом во время нескольких переходов между контрольно-пропускными пунктами аэропорта, а Джин старался разрядить обстановку небольшими жестами, которые фанаты редко замечали на первых кадрах. Даже Шуга, известный своей выдержкой в стрессовых ситуациях, казался более внимательным, чем обычно. Однако реакция Тэхёна привлекла всеобщее внимание. На многочисленных видео, снятых фанатами, видно, как Тэхён неоднократно смотрит на Чингука, они взаимодействуют с камерами. Его выражение лица выражало несомненную серьезность, резко контрастирующую с волнением, окружавшим прибытие BTS. Даже в моменты, когда фанаты громко выкрикивали их имена, внимание Тэхёна редко отвлекалось от Чингука. Уже одно это вызвало тысячи обсуждений в интернете. Некоторые фанаты считали, что Тэхён знал о произошедшем раньше всех. Другие задавались вопросом, не возникла ли эта эмоциональная атмосфера задолго до самого аэропорта. Каждый новый ракурс видео лишь порождал новые вопросы вместо ответов. Пока BTS продолжали свой официальный визит в Кенсингтонский дворец, участники группы старались насладиться происходящим.
Традиционный английский чай подавался вместе с классической выпечкой и десертами, создавая спокойную атмосферу, отражающую богатые британские традиции. Камеры снова запечатлели искренние улыбки, вселяя в фанатов надежду, что все, что произошло ранее, уже позади. Но те, кто внимательно присмотрелся, заметили нечто удивительное. Всякий раз, когда Чингук ненадолго замолкал, Тэхён инстинктивно поворачивался к нему. Это происходило не раз. Эти едва заметные движения было практически невозможно заметить, если не рассматривать их покадрово. Тем не менее, фанаты немедленно начали собирать все доступные им видеоролики. В течение нескольких часов социальные сети заполонили сравнительные видео, в которых отмечались каждый взгляд, каждая пауза и каждое тихое взаимодействие между ними. Затем все изменилось. Позже, размышляя о событиях в аэропорту, Джу Чингук наконец-то рассказал, почему он так разволновался перед посадкой. Хотя его слова были спокойными, их тяжесть мгновенно изменила атмосферу вокруг этой истории. Его объяснение показало, что слезы, которые видели многие фанаты, были вызваны не просто усталостью или физическим истощением. Они были следствием переполнявших его эмоций, которые накапливались со временем, эмоций, которые стало невозможно скрыть под давлением постоянных поездок и огромной поддержки фанатов, ожидающих у выхода из аэропорта. Это откровение ошеломило всех. Многие, кто раньше считал этот момент незначительным, внезапно пересмотрели все видеоролики из аэропорта с совершенно другой точки зрения. Но то, что произошло дальше, стало еще более душераздирающим. Когда Чингук рассказывал о том, что он нес в себе, камеры на мгновение запечатлели Тэхёна, слушающего в полной тишине. Выражение его лица постепенно изменилось. Спокойствие, которое он сохранял в течение всего дня, постепенно исчезло. Его глаза заметно покраснели, когда он изо всех сил пытался сдержать эмоции, которые явно начали выходить наружу. В течение нескольких долгих секунд Тэхён пытался держаться. Затем потекли слезы. Это зрелище мгновенно вызвало шок среди ERMY по всему миру. Миллионы людей видели, как участники BTS утешали друг друга на протяжении многих лет, но наблюдать за тем, как Тэхён растрогался, услышав, как Чингук наконец раскрыл правду, создало совершенно иное ощущение. Это не было громко. Это не было драматично. Это было просто искренне. Момент, который напомнил всем, насколько глубоко связаны участники группы после более чем 10 лет совместной работы, жертв, побед и испытаний. По мере того, как видео из Кенсингтонского дворца и аэропорта продолжали распространяться в социальных сетях, фанаты повсюду понимали, что история еще далека от завершения. Эмоциональное признание Чингука ответило на один вопрос, но в то же время раскрыло еще большую тайну, окружающую все, что произошло до того незабываемого отъезда из аэропорта. И по словам тех, кто ближе всего к BTS, вся история только начиналась. Эмоциональная атмосфера вокруг признания Чингука не исчезла после того, как камеры перестали снимать. Напротив, она продолжала нарастать в течение дня, незаметно влияя на каждого участника таким образом, который фанаты начнут замечать только позже. Пока общественность сосредоточилась на душераздирающих кадрах из аэропорта и эмоциональных реакциях в Кенсингтонском дворце, те, кто был ближе всего к BTS, понимали, что история выходит далеко за рамки одного момента. Когда группа покинула дворец и направилась к следующему пункту назначения, тысячи фанатов выстроились вдоль улиц, размахивая фиолетовыми флагами и приветствуя проезжающие мимо автомобили. BTS отвечали улыбками и приветственными взмахами, делая все возможное, чтобы успокоить ERMY и заверить их, что у них все хорошо. Однако за этими улыбками скрывались едва заметные выражения лиц, которые показывали, что эмоциональная тяжесть дня не исчезла. Чингук большую часть пути молча смотрел в окно. В отличие от своей обычной энергичности, он, казалось, был погружен в размышления, обдумывая все, что произошло за предыдущие часы. В его выражении лица читались смесь облегчения и уязвимости, как будто, наконец, рассказав правду, он снял часть бремени, обнажив эмоции, которые долгое время пытался скрыть. Остальные участники, естественно, собирались вокруг него при любой возможности.
RM сохранял свою роль надежного лидера, обеспечивая спокойную атмосферу, несмотря на растущее внимание со стороны мировых СМИ. Джин продолжал создавать непринужденную атмосферу при каждой возможности, надеясь разрядить эмоциональное напряжение, которое охватило группу. Шуга тихо оставался рядом, наблюдая за всем происходящим, почти ничего не говоря, а позитивная энергия Джей Хоупа помогала предотвратить чрезмерное угнетение. Чимин неоднократно проверял, как дела у Чингука и Тэхёна, убеждаясь, что ни один из них не чувствует себя одиноким. Но именно Тэхёна невозможно было игнорировать. Даже после того, как он взял себя в руки, следы его эмоций все еще были видны. Его глаза оставались слегка красными, и хотя он улыбался всякий раз, когда фанаты приветствовали группу, те, кто следил за BTS годами, сразу почувствовали, что происходит что-то более глубокое. Социальные сети взорвались. Каждая новая фотография анализировалась. Каждое короткое видео пересматривалось. Каждый взгляд между Тэхёном и Чингуком становился еще одной темой для обсуждения. В течение нескольких часов миллионы ARMY начали делиться сообщениями поддержки, а не спекуляциями. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на слухах, многие предпочли отметить связь, которую BTS построили за более чем десятилетие совместной работы. Фанаты отметили, что подобные моменты напоминают всем, что, несмотря на их мировой успех, участники группы все еще остаются людьми, несущими в себе эмоции, давление, ответственность и воспоминания, которые не всегда можно скрыть за лучезарными улыбками. С наступлением вечера в сети незаметно появились новые закулисные кадры. Видеоролики были короткими. Не было драматических речей, никаких эмоциональных фраз. Музыка, никаких заголовков. И все же один конкретный момент сразу же привлек всеобщее внимание. Пока сотрудники готовились к следующему выступлению, Чингук, казалось, на мгновение замер. Прежде чем кто-либо заметил, Тэхён инстинктивно подошел ближе. Взаимодействие длилось всего несколько мгновений, но этого было достаточно, чтобы фанаты заметили тихое взаимопонимание между ними. Слова не требовались. Никаких объяснений не давалось. Это был просто молчаливый жест поддержки. Этот короткий момент быстро стал одним из самых популярных видеороликов дня. Многие давние поклонники описали его как один из самых чистых примеров доверия, которое участники BTS построили за годы совместного преодоления трудностей. Благодаря мировым турне, военной службе, индивидуальным проектам и бесчисленным публичным выступлениям они научились распознавать эмоции друг друга задолго до того, как это могли сделать другие. Тем не менее, один важный вопрос оставался без ответа, что именно вызвало слезы у Чингука перед прибытием в аэропорт. Его признание объяснило, почему эмоции стало невозможно скрыть, но, по словам людей, близких к ситуации, незадолго до отъезда произошло одно конкретное событие, которое изменило все. Это случилось вдали от камер, это видели лишь немногие, это было настолько личное, что даже сотрудники, как сообщается, расчувствовались, осознав произошедшее. По мере того, как за кулисами начали распространяться слухи об этом невидимом моменте, ожидание среди ARMY достигло совершенно нового уровня. Фанаты поняли, что слезы в аэропорту – это не начало истории. Они были результатом чего-то гораздо большего, что развернулось задолго до того, как Чингук вступил в терминал. И по мере того, как постепенно всплывали новые подробности, становилось все яснее, что следующая глава раскроет скрытые моменты, предшествовавшие этому незабываемому отъезду, моменты, которые могут полностью изменить понимание фанатами всего, что произошло в тот день. Оставляйте здесь свои позитивные комментарии. Лучший комментарий будет закреплен в знак благодарности за вашу любовь. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать этот канал. Пусть Бог вознаградит вас за вашу доброту. Это видео отражает мое личное мнение и интерпретацию. Данная информация предоставлена исключительно в развлекательных целях и не является подтвержденными фактами.